Здравствуйте! В этом видеоролике вы побываете в живописном месте, которое спрятано от любопытных глаз на высоте 2000 метров над уровнем моря. Итак, отправляемся на Зеленое озеро. Особенный восторг мы испытали, когда, проехав самый сложный участок Трансаджарской дороги после Хулло, мы добрались до перевала Гадерси и оказались в пустующих деревнях аджарских пастухов. Опустевшие дома, сколоченные из досок, металла и всего, что попалось под руку хозяевам, хаотично раскинулись на многие километры по альпийским лугам. Сейчас в этих местах мало людей, но летом пастухи поднимаются на высокогорье вместе со своими семьями, пасут скот, взбивают масло, готовят сыр, а по осени спускаются обратно домой, в долины. И вот на всем протяжении нашего пути по Трансаджарской дороге мы встречали стада коров и людей, которые возвращают коров домой. Итак, мы приехали на озеро. Возле берега есть небольшая поляна, где можно разместиться с палатками или просто развести костер и устроить пикник. Высота Зеленого озера составляет 2133 метра над уровнем моря. Глубина примерно 16-19 метров, в зависимости от времени года. Его дно усыпано огромными камнями туфа, базальта и других вулканических пород. Вне зависимости от температуры воздуха, вода в озере никогда не замерзает. Со всех сторон озеро окружают хвойные и лиственные леса. Питают его подземные ключи, поэтому вода не только прозрачна, но и вполне пригодна для питья. На поляне и в лесу возле озера можно ставить палатки. Сюда часто приезжают на пикники и остаются на ночевку, чтобы полюбоваться звездным небом. Говорят, отсюда прекрасно виден Млечный Путь. Купаться в Зеленом озере можно, но мы крайне не рекомендуем это делать, так как в озере множество крупных камней, и вода даже в летнее время остается довольно прохладной. Когда мы приезжали на Зеленое озеро, была суббота, первая половина дня, и на берегу было всего 2 компании, которые приехали на пикник. Это место считается одним из самых красивых в Грузии. Да, несомненно, это место красиво, но озеро небольшое. И когда мы буквально через полчаса, когда мы уезжали, приехало много людей, большие компании, семьи с большими пакетами продуктов. Итого озеро маленькое, людей очень много, поэтому отдых будет однозначно некомфортным. Потому что все пьют, гуляют, потом танцуют, поют песни. И если вы хотите тишины, покоя, уединения с природой, здесь этого не будет. Возможно, необходимо выбирать будний день, когда все на работе, все заняты, и только тогда будет тишина и покой. Свое название озеро получило из-за насыщенного бирюзового цвета. Здесь можно сделать отличные панорамные фотографии и селфи. В конце августа встречается ежевика. Это одна из самых популярных ягод в горах Южной Грузии. Рядом с озером бьет родник, из которого пьют воду. Поблизости расположен курорт Бишуми, о котором уже есть видеообзор. И напоследок проведем небольшой эксперимент. Вот такой маленький чистый камень. Так. На этом камне здесь будешь вот так водой. И потом отсюда возьмешь и здесь делаешь это. Через 15 минут здесь будет красный точечка. Да. Да, это будет 3 дня. Ника не любит грязь. Как станешь? Смотрите, что с камнем произошло. Что, он стал желтый? Химическая реакция. Он зеленый стал. Позеленел. Как да. озеро. А Давайте. камень откуда найдешь? Это такой должна быть на камне. Такой не получается. Такой должна быть. Такой. На. А с другой стороны напиши. Итак, подведем итоги. Если вы планируете поездку на Зеленое озеро с ночевкой, обязательно посмотрите прогноз погоды, поскольку в дождь, в туман, в ветер
будет, во-первых, некомфортно, а во-вторых, вы не увидите звездное небо. Обязательно подготовьте непромокаемые палатки, теплые одеяла, чтобы вам было комфортно в любую погоду. И второе, выбирайте день и время для отдыха, чтобы на озере не было большого количества отдыхающих. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии под этим видео. Спасибо за просмотр. Хорошего настроения!